Ребята, всем привет! В преддверии одного из самых светлых праздников Дня космонавтики хочу показать вам сборку и окраску модели легендарного аппарата «Спутник-1». День космонавтики для меня отчасти является профессиональным праздником. И несколько лет работала на предприятии, которое занимается разработкой систем управления для космических аппаратов. И для меня это особенно знаменательная дата – 12 апреля. Желаю вам приятного просмотра. Итак, давайте сначала взглянем на коробку. Тут изображен «Спутник-1» во время своего первого и единственного полета на орбите Земли. Модель выполнена в 24-м масштабе. Это автомобильный масштаб, но это и не важно. Давайте перевернем, и на обороте тут можно разглядеть габаритные размеры готовой модели. И плюс тут есть уровень сложности, который определяет сам производитель в 2 звезды. Значит, эта модель, скорее всего, подойдет начинающему моделисту. Модель выполнена из пластика, и это первая модель от Red Iron из пластика. Поэтому я думаю, что она будет довольно легкой в сборке и приятной, и быстрой. Что любопытно, что эта модель сертифицирована в соответствии с ГОСТом. И я, кстати, впервые вижу такую надпись на моделях, или я просто невнимательна. А теперь давайте откроем коробку. И что же тут? И тут всего лишь один литник. И большую часть литника занимает именно 2 детали подставки. И, кстати, благодаря вот этой подставке модель будет выглядеть как действительно музейный экспонат. И классно подойдет, кстати, в качестве подарка человеку, который как-то связан с космосом в нашей стране. Так, ну, основные детали вот. Также тут есть 4 латунных трубки и небольшая плата с фототравленными деталями. А теперь давайте перейдем к инструкции. Она выполнена таким квадратиком. Она довольно милая, мне кажется. Потому что, посмотрите, здесь нас встречает Юрий Гагарин и также полезные советы. И тут, кстати, очень богатая историческая справка. И сами этапы сборки. Ну, модель простенькая, поэтому и ничего сложного тут особо и нет. Кстати, бумага очень плотная и качественная. Вообще модель выглядит довольно простой и достойной. Интересно, как она покажет себя при сборке. Так что приступим. Как я уже упомянула в первом видео о себе, я работала на одном из предприятий Роскосмоса. Я приложила свою руку к таким изделиям, как ракета «Ангара», разгонный блок «Фрегат», разгонный блок КВТК. К сожалению, российский космос не развивается такими темпами, как в советское время. На моем предприятии было много ветеранов, которые помнят работу во время космической гонки, и я им даже в какой-то степени завидовала, ведь их работа удивляла человечество. Представляете, вы разрабатываете прибор, а он в составе более сложного изделия летит на Луну, Венеру или Марс. Даже дух захватывает. В мое время такого не было. Во время моей работы в Роскосмосе были в основном скандалы с заводом имени Хруничева и расследование коррупционных схем при строительстве космодрома «Восточный». Русский космос обмельчал. И только и песни, что петь умеем, да и то не очень. Круто, что фирма Red Iron затронула тему космоса в своих моделях. Ранее у них выходили модели различных космических кораблей, но эти модели были из смолы, что ограничивало аудиторию этих моделей. Вообще, тема космических аппаратов не раскрыта в современном моделизме. Если полки модельных магазинов завалены тиграми, арматами и Т-34, то тема космоса, где Советский Союз доминировал полвека, вообще пуста. А сколько разнообразных и причудливых аппаратов было придумано. Начиная со всеми известных «Спутника-1», ракеты «Союз», «Протон» и челнока «Буран» до самых малоизвестных аппаратов для исследования Луны, Венеры и Марса. Продукцию фирмы Red Iron можно купить в магазине «Модельная лавка», а для моих зрителей действует промокод на скидку Даша. Все подробности в описании. Надеюсь, тема космоса будет продолжаться не только среди продукции фирмы Red Iron, но и других, ведь это одно из немногих относительно мирных направлений. Да, на видео у меня порезан палец. Эту травму я получила на кухне. Но у меня так часто бывает после заточки ножей. А на 4-м этапе сборки не указаны номера деталей. Видимо, это ошибка верстки инструкции.
Хотя спутник и назывался простейшим, но создавался он впервые. Никаких аналогов в технике не было, задано было только одно ограничение по массе, не более 100 кг. Довольно быстро конструкторы пришли к выводу, что выгодно его сделать в форме шара. Сферическая форма позволила при меньшей поверхности оболочки наиболее плотно использовать внутренний объем. Внутри спутника решили разместить два радиопередатчика с частотой излучения 25 тысячных и 42 тысячных МГц. Проектирование велось быстрыми темпами, а изготовление деталей шло параллельно с выпуском чертежей. Радиопередающее устройство спутника должно было обладать мощностью излучения в 1 Вт. Это позволило принимать его сигналы на значительных расстояниях широкому кругу радиолюбителей в диапазоне коротких и ультракоротких волн, а также наземным станциям слежения. Сигналы спутника имели вид телеграфных посылок длительностью около 0,3 секунды. Когда работал один из передатчиков, то у другого была пауза. Расчетное время непрерывной работы составляло не менее 14 суток. Питание бортовой аппаратуры спутника обеспечивали электрохимические источники тока, серебряно-цинковые аккумуляторы, рассчитанные на работу минимум в течение 2-3 недель. Первая космическая скорость, вычисленная еще Ньютоном, теперь 3 столетия спустя, была впервые достигнута творением ума и рук человеческих. После отделения спутника от последней ступени ракеты начали работать передатчики, и в эфир полетели знаменитые сигналы – бип, бип, бип. Наблюдения на первых витках показали, что спутник вышел на орбиту с наклонением 65 градусов и 6 минут, высотой в перигее 228 километров и максимальным удалением от поверхности Земли 947 километров. На каждый виток вокруг Земли он тратил 96 минут и 10,2 секунды. Русское слово «спутник» сразу вошло в языки всех народов мира. Аншлаги на первых полосах зарубежных газет тех исторических октябрьских дней 1957 года были полны восхищения подвигом нашей страны. В Вашингтоне известие о запуске спутника произвело эффект разорвавшейся бомбы. Специалисты Пентагона, которые ратовали за политику балансирования на грани войны, потрясло не научное значение полета спутника, а ставший для всех очевидный факт создания в Советском Союзе многоступенчатой межконтинентальной ракеты, против которой была бессильна противовоздушная оборона. Спутник-1 собран, и настал черед окраски. Я загрунтую подставку и сам аппарат. Подставку я буду красить в красный цвет, как предлагает производитель. Красный будет классно контрастировать с остальным шариком, отражая то, что это изделие родом из Советского Союза. Некоторые руководящие деятели США заявили, что русские бросили вызов в области науки, промышленности и военной мощи. Первый американский спутник был запущен 4 месяца спустя и весил всего 8,3 килограмма. Американцы не могли не испытывать разочарования и раздражения. Эмалью от АК серии Extreme Metal покрашу сам шар. Кстати, для работы с эмалью может понадобиться растворитель. Я использую 646 для промывки аэрографа и кистей. Также методом сухой кисти выделяю надпись на подставке. В то время считали, что даже невооруженным глазом ночью без специальной оптики можно было наблюдать подсвеченный солнцем спутник. Но это неверно. Отражающая поверхность спутника была слишком мала для визуального наблюдения. На самом деле все видели вторую ступень ракеты, ее центральный блок, которая вышла на ту же орбиту, что и спутник. Эта ошибка многократно повторялась в средствах массовой информации. Кистью выделяю красные элементы спутника.
пройдусь черной смывкой для выделения рельефа, и все, модель готова. Это отличная модель выходного дня для того, чтобы отвлечься от привычных тем в моделизме. Поздравляю всех моих зрителей со светлым днем, когда первый человек, наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин, впервые преодолел земное притяжение. С днем космонавтики, друзья! А я пойду собирать очередную наземную модель.